Идем, Марк попросил нас найти один магазин бижутерии, там где от 300 евро украшения. Вот просто посмотреть. И поэтому мы сейчас немножко наши планы сместили, потому что завтра воскресенье, он уже не будет работать. Поэтому хотим сейчас успеть. И так у нас час только в запасе. Посмотрите, какая прелесть. На каждой лоджии своего типа что-то зимнего сада. И в общем это очень красиво выглядит. Вот, дошли. Посмотрите, довольный какой. Довольный, побежал. Там я вижу по всему стоимость этого всего. Я не хочу туда идти. Я вот посижу лучше возле старичка Джорджа Армани. Полюбуюсь здесь на сумочке беж. Смотрите, сколько стоит здесь оригинальные. Ну, я думаю, они с бриллиантами, да? Вот эти вот, которые в тренде. Ожерелье, браслет. Вот, смотрите. Они, наверное, с бриллиантами. Ожерелье, браслет. Мы уже подходим к Триумфальной арке. Ну и что я вам скажу, прошли мы вот все Елисейские поля. Атмосфера роскоши, просто атмосфера роскоши. Это неимоверные ароматы здесь, неимоверно красивые люди в красивых одеждах, на шикарных машинах. Это вау, дух просто захватывает. И все, Франция, вообще Париж, это, конечно, это вообще другой мир. И здесь сколько он будет стоять, сколько здесь будет неиссякаемый поток туристов. Я скажу, что сейчас это самое посещаемое место, вот круглый год. Капец, как мы устали. Я думала, я буду ходить, я буду ходить до упаду. Я буду ходить целый вечер, я буду ходить половину ночи. Я была в этом просто уверена. А теперь я чувствую, что меня силы уже покидают. Хотя, как вы видите, еще даже не стемнело. Вот, сидим, ожидаем. Заказали пиццу с собой. Валерочка, конечно, склонялся к морепродуктам. Какой-то французский ресторанчик. Но мы хотим что-то взять с собой, чтобы пойти сесть возле Эйфелевой башни. И это некорректно будет это все брать с собой, потому что нужно кушать или специальными приборами. Ну, в общем, нам точно так же сказали и здесь, что лучше все-таки взять что-то с собой, или крепы, или пиццу. В общем, а потом уже завтра пойдем посидим, уже удовлетворим его пожелания, потому что все вместе не охватишь. Ну да, шикарнее некуда. Тем более мы еще вовремя пришли, ее еще не зажгли. Кстати, ну, конечно, плед, да, надо? Самый крутой момент, когда зажигают. Маленький плед больше. Сколько людей, посмотрите, собираются. Вон. Там. Отдыхают. Холодно. Мы уже уходим. Конечно, я не могу насмотреться, я бы здесь еще сидела. Ну, моя семья, они более такие какие-то, я не знаю,
Они посмотрели и все, говорят, хватит. Вот, я бы сидела и сидела. Вот такая вот здесь вечером атмосфера. И вот такая на круглый год. Здесь постоянно многолюдно, постоянно люди. Вот. Какое прекрасное доброе утро. Париж, доброе утро. Готовлю себе кофе. Надеюсь, немало. Так, теперь разобраться бы. Включаем авто. Закрываем. Угу. Все хорошо. Такая вот приятная кухонька. Приятно здесь готовить. Удобно. И свет такой хороший. Вот если бы снимать, свет классный здесь. И на белом фоне получалось бы очень красиво. Самое интересное, поставили миксер, да? Миксер, ну, тесто здесь замешивать. Вот это вот аппарат этот. Я вот думаю, тут кто-то приезжает и выпечкой занимается, что ли. Но техника, видите, неплохая. Миксер хорошего бренда. Чайник тоже самое. Посуды разные, море. Я не знаю, кто тут приезжает готовит. Но если компании приехать, да, есть все, что нужно. Смотрите, полный комплект. Все, что хочешь. Кстати, а досточки вчера не смогли найти. Перекусывали вчера перед прогулкой. Хлеб порезать там такое хотели. Вот, и не нашли досточки. Все, что хочешь. Разносы, там всякие тарелки, кастрюли, вилки, ложки, ножки, все, чашки, фужеры, все есть. Не было разделочной доски. Кстати, есть посудомойка. Вот и стиралка. Короче, я говорю, вот бы нам такую квартирку в Бельгии. Вон в Эрпене. Господи, я бы ее вообще вычистила, как конфетку бы сделала. Такой свет, такая кухонька. Отдельное пространство. Смотрите. Холодильничек. Класс. Смотри, Даш, Валерий уже понатирал все очки. Это у нас Валерия задание. Он у нас очень хорошо натирает очки. Прям вот до безупречности. Так, у нас вот такой вот завтрак. Хамон, сыры, багет, гуакамоле. Ну, кофе, собственно. Вот у нас есть такая вот для стекол. Ой, для стекол. Для очков. Обязательно нужно очистить очки. Это специальной жидкостью. И купили вчера сувениры, но вот этот чуть-чуть с краснотой. Была вчера ночь. Мне показалось, что она с краснотой, чтобы мне хотелось, чтобы она выглядела как оригинальный цвет. Но немножко нет, ну ладно. Вот здесь мы жили. Посмотрите, у нас чуть-чуть вид с окна не дотягивал до Эйфелевой башни. Это страна релакса. Вообще для людей не проблема. Вот на травке сразу же сесть с пледиком и отдыхать. Кто-то йогой занимается, кто-то загорает, кто-то книжку читает. Тут же нам, в принципе, и с собачками гуляют. Ну, как-то так. Вот, ну, конечно же, фирменные, вот эти вот фирменные, ой, господи, козырьки, да, как в канат-кафе, в кафе называются вот эти зонтики, козырьки, крыши, белые скатерти, создают ощущение такое визуальное праздника жизни. Хочу еще всем подсказать, ну, может, вы знаете, конечно, такой полезный моментик, что по Парижу есть сервис такой, что можно оставлять вещи на какое-то время. Ну, то есть на день, по-моему, оставляю 4,5 евро это стоит. Указанный там есть сайт, и на этом сайте есть карта, где указаны именно отели или места, которые имеют этот сервис. То есть ты оставляешь вещи, платишь 4,5 евро и оставляешь на тот период, на который тебе нужно. Потому что очень много туристов, и люди приезжают на один день, и носиться в любом случае с чемоданами, с сумками. Это неудобно, вещи нужно где-то оставлять. Вот камеры хранения на вокзалах это не вариант, поэтому вот придумали такой сервис, и это очень-очень круто. В данный момент мы вот пришли вот сюда, вот отель Ибис, и здесь заранее проплатили, сейчас только оставим, и все, и до вечера мы будем гулять своими руками, потом приедем, заберем и все.
Утром оказалось уже, что не работает фен, но работал утюжок был. Поэтому вот с такими укладками мы с Дашей мне. Потому что без фена это был просто какой-то домик жалкий на голове. Так, более-менее что-то подобное к укладке. Жарко оказалось. Мы дома, когда еще наперед смотрели погоду, было максимум 23, а сегодня, воскресенье, было вообще облачно. Поэтому мы взяли с собой, запаслись теплой одеждой, то есть свитерами, одели джинсы, потому что планировали утеплиться, да, что гулять целый день. В итоге жара, 2 дня, на небе не облачко. Эти свитера просто носить с собой показалось очень неудобно. Вот поэтому я не знаю, как так отличается, что мы только приехали вчера в Париж, и погода в айфоне стала показывать совершенно другую температуру. Как-то так. Ну, слава богу, есть этот сервис. Мы ставили там эти свитера. Ну и, в общем-то, все равно хотелось бы избавиться от джинсов и кроссовок. Я бы одела с удовольствием шлепанцы и какие-то легкие брюки или шорты, и футболку. Ну, уже как есть. Пит-стоп-стоянка. У нас здесь маленький пикничок. Шоколад, сырок. Сейчас 1:30 дня, и сколько бегунов. На улице печет солнце, 30 градусов. Вы только посмотрите, какой щедрый сентябрь уже на Паше. Листья. Сейчас 30 градусов жары. И сколько листьев. Я вчера видела в центре, на Елисейских полях. Здесь в парках это более... Главная достопримечательность в Люксембургском саду — это вот этот вот замок, который в свое время был построен для королевы итальянки, чтобы она чувствовала себя как дома. Вот это вот краткая характеристика вот этого вот замка. Но он в свое время использовался по разным назначениям. Он служил и как тюрьма в каком-то там веке, в каком-то там году, и как здание французского сената. Ну, в общем-то, по разным назначениям. Территория, конечно, сногсшибательная. Вот там вот фонтаны, везде по всему периметру стоят. Вот эти столики, стульчики, там, где можно просто сидеть, отдыхать. Ножки можно вытянуть, поставить. Ножки на рядом стоящий стульчик, фонтан. Но единственное, что здесь нельзя употреблять спиртное. Вот. И пикники только в определенной для этого зоне. Но здесь очень красиво, очень-очень красиво. Просто сейчас очень жарко. 30 градусов, я вам скажу. И в таких одеждах это просто капец. Вот так вот нас подвел прогноз на iPhone. Потому что показывала 23 и в воскресенье пасмурно. В итоге гляньте, как пасмурно. Девчонки, ходьба Наполеон. А, это его жена. Коронации нет, потому что это был 2 декабря. Мы просто пытаемся понять, что это только что было. Мы просто стали внезапными свидетелями вот этого вот шествия, и мы пытаемся понять, что это. А это Paris. А, это разные события. Это что-то, это разные события. А это парижская
какая-то другая. Это, в общем, выдержки из истории Франции. Да, сначала была коронация, теперь что-то какое-то другое событие. Смотрите, как это все атмосферно и в стиле каких-то там годов истории. Смотрите, какие наряды. Восхитительные, как красиво. Некрасиво, это прям вот мурашки по коже. Да, это все прям реально, чтобы не забывали историю. А вот Это французская кухня начала, я так поняла, расти, да. Мы того нехотя стали свидетелями просто прекрасного шествия, прекрасного мероприятия. Повара знаменитых ресторанов Франции. Тем, как мы не поехали во Францию, вы мне не сказали, Даша, хочу увидеть могилу Наполеона. Я бы сделала бы маршрут. Оказывается, вчера мы проходили мимо места Дом инвалидов. Мы поняли, что это как бы, да, но мы не знали историю, мы не знали, что в нем сейчас похоронен, или, как сказать, или находится вот Наполеон. Вот, и теперь Валерий страдает, что мы туда не зашли, и мы это не увидели. Даша вот ему говорит, что почему вы не сказали, мы бы узнали, что где как, и мы бы зашли. Ну, как-то так. Вот здесь вот такие вот решетки, ты идешь, и оттуда холодный воздух. Так супер охлаждает вообще в такую вот жару. Тебе ехать до станции, которая называется Сигур. Когда ты спустишься в метро, у тебя будет стрелка. Нотр-Дам уже после пожара отреставрировали. Он уже работает. Уже сняли все эти защитные ограждения, которые ставили, когда его вот, ремонтировали. Вот, посмотрите на эту площадь. сейчас вот туда. Попасть в Нотр-Дам можно бесплатно, там только кое-какие зоны платные. Но вот на бесплатный вход, посмотрите, какая очередь. Она очень огромная, мы здесь уже ходим лабиринтами. Уже, наверное, минут 10 точно. Посмотрите, как там многолюдно. Ну, плюс, конечно же, сегодня еще и воскресенье. Это, конечно, было, может быть, не самым лучшим решением приехать, но у нас не было варианта приехать в будний день, потому что работы, учебы, все такое. Да, тут такие секьюрити, как будто ты в администрацию президента заходишь. И с левой стороны такие же. Плюс здесь такой дресс-контроль, скажем так, с голыми плечами. Нельзя. Прямо нельзя. Женщины одели платки, кто там в майках на тонких бретелях. Ой-ой-ой-ой-ой, какое величие только. Может быть, кто-то прозевал. Мы находимся в Нотр-Дам-де-Пари. Можно тут же купить свечу. Видите, рассчитаться, он стоит терминал.
Между прочим, собор Парижской Богоматери, да, Нотр-Дам-де-Пари, это самая главная достопримечательность Парижа наравне с Эйфелевой башней. Вот, символ католицизма в Париже, во Франции. И отсюда, кстати, Жан-Поля Бельмондо хоронили, выносили именно отсюда. Вот и всех президентов то же самое. Здесь проходила коронация Наполеона Бонапарта, потом беатификация, по-моему, Жанны д'Арк. Как-то так. Ну, в общем-то, играет большое значение. И самый большой орган здесь находится. Полицейские на роликах. Такие мужчины видные. Я не знаю, честно, Париж, он неимоверный. Куда ни посмотришь, везде красота, все хочется снять, все хочется запечатлеть, все хочется сохранить. Знаете, в уголках памяти. Ну, он неимоверный, правда. Вот равных ему нет. Кто б там что, я не знаю, кто. Париж грязный, Париж засратый. Где мы сколько ходим, нет ни вони, нет ничего. Ну, такого вот, посмотрите. Это воскресенье, это огромная толпа туристов. Погода позволяет. Где вы видите, покажите мне. Это вообще рандомное место, которое сейчас снимаю. Ну что, мы зашли, сил уже нет. Мы зашли на перерыв. Вот Даша нашла через чат GPT именно аутентичное парижское такое вот маленькое заведение, куда ходят даже сами парижане. То есть оно популярное своей кухней, вот своим именно национальным таким нюансом, ну, изюминкой. Вот меню здесь такое вот. И здесь справа там шикарный вид на Нотр-Дам-де-Пари. И вообще на там за транспортом, за машинами там сено. В общем, классно.